Привет! На ваших экранах Сашок. Много ли вы знаете о Пиде? Проходили ли вы ее полностью? Сколько знаете секретов? Сегодня я хочу рассказать о айсберге по игре Пиде. Данное видео является продолжением 3 частей айсберга от Панрова, и их вы можете посмотреть по ссылке в описании. А перед началом хочу напомнить о том, что в моем бусте это видео вышло раньше, и все другие видео тоже будут там раньше. А также мой телеграм и дискорд не заброшены. Заходите туда, там весело и интересно. Все ссылки в описании. Подписывайся, ставь лайк, и мы начинаем. Темные воды. Скетчи. Это скин, который был единственным в игре, основанным на ютубере. Он был одним из немногих скинов, у которых были волосы. BS League, автор музыки для Пиди, начиная со второй книги. Написал такие шедевры, как Let Go и The Untold Story. Пасхалка на Соника. В первой главе первой книги в ванной на полотенце есть пасхалка на Соника. Egg Hunt 2020 год. В нем вам надо было собрать по 2 яйца в первых 6 главах второй книги. За это давали скин Бесс, который один из самых редких в игре. Также за победу Пиди на Блоксе, за выполнение квеста в первой главе первой книги давали скин Золотая Пиди, который тоже очень редкий. Паразит Пришелец. Скин Паразит никак не появлялся и не упоминался в сюжете, поэтому он инопланетянин. Минитун добавил его просто так. Скины Бакари и Антео. Скин Бакари – летучая мышь, которую можно было получить, если пройти второй сезон Призраки. Скин Антео – муравей, можно было получить, если пройти первый сезон Лаборатория Мистера Пи. Конкурс скинов. Этот конкурс проводился в 2020 и 2022 году. Всем желающим надо было нарисовать свой кастомный скин и прислать его в твиттер Минитуна. Победителями в 2020 стали скины Призрака и Баджи, а в 2022 стали скины Фергуса, Шартандуса, Марли, Рассел, Глен и Якала. Тень Бани. В 11 главе первой книги на одной из башен есть призрак Бани. Она смотрит за игроком, так как погибла. Или нет? Бани никогда не умирала. Это анимация от Давеба 933. В ней главный герой спас Бани, и они прошли до самого конца. VIP-команды. На VIP-сервере в Пиде есть команды, с помощью которых можно быстро выбрать карту, Пиди, режим и даже кикнуть игрока. Ворона – это смерть. Скин Вороны или Кроу очень похож на персонажа из Мифа под именем Смерть. Вильям может быть мертв. Вильям – брат Виллоу. Он сбежал из семьи, когда арестовали его родителей и воспитателя отправили в армию. Глубина. Мем с телом Пики. Мем с Пиди, который относится к 18+ контенту. По нему делали анимацию. Уши Кити. Скин вышел вместе с главой 4. Сначала на нем были круглые уши, но потом его переделали и уши стали треугольными. Спор по игре Puppet. Puppet аналог Пиди, но от другого разработчика, с другим сюжетом или вообще без него. Минитун подал жалобу на эту игру, и разработчики стали договариваться. Вскоре споры решили полную переделку игры. Отсылка на мультик. Изначально в Пиде была музыка и картина, отсылающая на всем знакомый мультик Свинка Пеппа. Позже, опасаясь авторских прав, Минитун удалил все отсылки на Пеппу. Музыка в конце 1-3 главы первой книги. Раньше, когда в 1-3 главы первой части не было конечных сцен, играла одна и та же музыка, и камера постепенно отдалялась от выхода. Черная коробка. Черная коробка – это место, где находятся игроки, когда они играют на карте. После смерти или прохождения главы игрока возвращают туда. Такая коробка есть и для Пиди. В ней спавнится игрок, выбранный за Пиди. Галерея и аллея связаны. Галерея и аллеи находятся в одном районе города. Об этом упоминается в конце 3 главы первой книги, когда Доги и игрок обсуждают, что делать дальше, а аллеи являются приквелом. Путешествие продолжается.
Это первый тизер второй книги, опубликованный на канале Минитуна 4 июля 2020 года. В нем Пони идет по зимнему лесу и говорит: «Вот и оно. Это то, что мы искали». Имелось в виду лекарство, которое мы нашли в 12 главе второй книги. Зи немая. Сестра Зизи и Зюзи не может говорить, так как это подтвердил сам разработчик. У нее не было ни одной реплики. А если дать ей траву, то она без характерного звука пойдет останавливать видео. Цвет зрачков. Это цвет глаз зараженного. Он намекает на то, каким был зараженный в обычной жизни. Об этом упомянул Минитун, как важная деталь сюжета видео. Известно значение только нескольких цветов. Оранжевый. Персонаж преодолевал большие расстояния мгновенно и группой. Из записки Конны. Желтый. Персонаж помогал сообществу до заражения. Из твиттера Минитуна. Зеленый. Для инфекции персонаж был очень независим. Тоже из записок Конны. Второй сезон РБ Батла. Это была карта студия РБ Батл, которой за прохождение давали значок, а за прохождение секретки фиолетовый меч. Кстати, он до сих пор у меня сохранился. Осел Конг. В главе 9 город первой части, если выйти на часть локации, где происходит касцена, то у безопасного места можно найти фотографию обезьян. В фандоме его назвали Осел Конг. Что ж, на этом все. Так как айсберг очень большой, его продолжение вы можете посмотреть на канале Панров в конечной заставке или по ссылке в описании. Делая это видео, я узнал что-то новое для себя и рассказал об этом вам. А еще больше вы можете узнать в моем телеграме или дискорде. Если у вас есть какие-либо вопросы по айсбергу или вы хотите что-то еще узнать, то смело пишите комментарии, я все прочитаю. Спасибо всем донатерам и бустерам, ваш список будет прямо сейчас. Огромное спасибо именно тебе за просмотр. Подписывайся, ставь лайк, еще увидимся. Пока.